Глава 86. Внезапное изменение. Следуя его приказу, 30 ярко одетых учеников ринулись из зала секты. Никто из этих людей не проронил ни единого слова. В передней части зала они молча использовали деревянные колышки и веревки, чтобы создать арену для боя насмерть. По их стремительным движениям было видно, что эти люди владеют боевыми искусствами, в отличие от низкоранговых учеников секты Семи Тайн. Оказавшись свидетелями на месте дуэли, Ли Фую спросил Хань Ли в отчаянии: «Не говори мне, что мы будем прятаться здесь все время. Мы не будем ничего делать и будем сидеть, сложа руки, наблюдать их поединок. Это неправильно. Это неправильно. Твоей молодой возлюбленной в настоящее время ничего не угрожает, и она в безопасности. Мы будем наблюдать поединок до конца. Как только банда одичавшего волка уберется, мы воспользуемся замешательством и незаметно проберемся к молодой госпоже Чжан. Поскольку выжившие из секты Семи Тайн, скорее всего, захотят использовать тебя в качестве козла отпущения и свалить все на тебя, вы должны бежать вместе в отдаленное место, где они не смогут вас найти», — равнодушно сказал Хань Ли. Казалось, у него не было глубоких чувств к секте Семи Тайн. Разве это не будет побегом? Так не пойдет, Сюэр не согласится на это. Ли Фую покачал головой, как будто он бил ей в барабан. Значит, нужно вырубить ее и увести силой. Когда она проснется, то будет поздно что-либо менять. Разве этого мало? Небрежно ответил Хань Ли. Ты. Ли Фую гневно уставился на Хань Ли, больше не говоря ни слова. Пока эти два человека были полностью заняты разговором друг с другом, лидер секты Ван в торжественной обстановке получил 2 кроваво-красных свитка. Это были контракты на смерть. Он взял свой и приказал кому-то принести другой Цзятинь-Лун, кто находился рядом с ним. Когда Цзятинь-Лун принял документ, его выражение лица стало торжественным. Он осторожно открыл документ и осторожно пробежал его глазами. Один раз он проверил, что нет никаких ошибок, кивнул головой и закрыл документ. Потом стали выбирать солдат на битву. После просмотра всех мужчин, он выбрал 13 элитных специалистов из банды одичавшего волка. Кроме того, он отобрал несколько десятков талантливых бойцов из небольших банд для того, чтобы уменьшить собственные потери. В любом случае, после того, как они вписали свои имена в договор смерти, этим бойцам придется бороться изо всех сил, чтобы сохранить свою ничтожную жизнь, независимо от того, были ли они готовы. Что касается остальных кандидатов, Цзятинь-Лун выбрал нескольких из своей железной гвардии. Конечно, монах Золотой Свет участвовал. Цзятинь-Лун полностью рассчитывал на отличное боевое мастерство бессмертного культиватора с техникой летающих мечей. В то время как Цзятинь-Лун был занят, он не заметил, как лидер секты Ван вернулся в каменный зал. До сих пор Цзятинь-Лун не видел лидера секты Ван, что навело его на мысли, что у Ван Цзюэчу, вероятно, возникли сложности при выборе кандидатов на бой. Когда отбор был полностью завершен, лидер секты Ван выбрал 3-4 сотни человек из зала. Это была смесь молодых и старых учеников обоих полов. Однако каждый из них был энергичен и уверенно двигался. Очевидно, они были элитой секты Семи Тайн. Цзятинь-Лун был наиболее озабочен 3 фигурами за Ван Цзюэчу. Первый носил куртку ученика, у него было умное, исполненное интересом к науке лицо. Второй был высокий и крепкий с обнаженной грудью. Его борода, напоминающая стальные иглы, придавала ему доблестный вид, он был бесподобен. Последним был человек в серых одеждах. Он носил длинный меч на спине, и у него было холодное выражение лица. На первый взгляд, эти люди, казалось, были мужчинами среднего возраста, от 30 до 40 лет. Однако внимательное изучение показало, что они имели ауру, равносильную пожилому человеку 70 или 80 лет. Это заставило наблюдателей чувствовать, что возраст мужчин не соответствует их молодому внешнему виду. Цзятинь-Лун все понял. Эти трое наверняка были 3 бойцами Ван Цзюэчу. Казалось, что секту Семи Тайн ничто не остановит,
даже если им придется прибегнуть к резервам. Думая об этом, Цзя Тиньлун наклонился в сторону и указал пальцем на 3 бойцов карлику-монаху золотого света. Он спросил: «Монах, я не знаю, как вы относитесь к тем 3, но сможете ли вы уничтожить их? Они лишь обычные люди. С моими летающими мечами их маленькие жизни будут окончены. Чего тут переживать? Ты мне не доверяешь». Монах Золотой Свет сказал это несколько пренебрежительным тоном и недовольно взглянул на Цзя Тиньлун. «Я не посмел бы, я бы не посмел. Я просто спросил, не подумав. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу». Монах Цзя Тиньлун оперативно отреагировал с улыбкой на лице, опасаясь, что он, возможно, обидел человека, на которого он сейчас наиболее полагался. После того, как карлик услышал эти слова, его гнев постепенно испарился. Только после того, как Цзя Тиньлун увидел это, он успокоился. Этому великому бессмертному культиватору было действительно непросто угодить, он горько усмехнулся про себя и поспешно повернулся, прежде чем громко закричать: «Вы не готовы приступить к подписанию договора смерти». После этого крика те, кто из банды Дикого Волка участвовали в перестрелке, начали торжественно записывать имена в договор смерти. После того, как они вписали свои имена, их боевой дух окреп. Чтобы не быть превзойденным, Ван Цзюйчу приказал холодным голосом подписать контракт смерти. Тут же десятки воинов, которые были выбраны для участия, вышли из толпы секты Семи Тайн и двинулись вперед, чтобы подписать смертельный контракт. Взгляд Хань Ли, естественно, пал на тех, кто вышел. Он пытался увидеть, есть ли среди них знакомые. Он также увидел 3 бойцов лидера секты Ван. Однако он не уделил им внимания. Он бегло оглядел толпу, пока вдруг не вышел пожилой человек в сино-зеленой одежде. От одного взгляда на внешний вид этого старика Хань Ли не мог не выдохнуть с тихим голосом: «Старейшина ли?». Это был человек, чью жизнь Хань Ли действительно спас, мастер Ма Жун, старейшина Ли. Он неожиданно оказался участником дуэли. Это превзошло ожидания Хань Ли. Хань Ли окинул его взглядом и поспешно отвернулся. Он хлопнул со всей силы по плечу Ли Фэю и сказал: «Ты это видел? Старейшина Ли там и хочет подписать контракт смерти». Ли Фэю стоял бесстрастно и неподвижно. Он словно и не слышал своего друга, у Ли Фэю было очень отупевшее выражение лица. «Эй, в чем дело?» Хань Ли был несколько удивлен. Даже если старейшина Ли подпишет контракт смерти, он не умрет, да? Он как-то странно спросил. Как только Ли Фэй услышал эти слова, его зрение, наконец, вернулось. Он непонимающе взглянул на Хань Ли и произнес фразу, которая мгновенно изумила Хань Ли. «Сюэр. Сюэр, она тоже здесь. Она также хочет подписать договор на смертный бой». После произнесения этих слов лицо Ли Фэю мгновенно исказилось. Глава 87. Выдающийся навык. «Где?» Хань Ли поспешно спросил после того, как пришел в себя. «Там». Просгоспожав за взглядом Ли Фэю, Хань Ли наконец-то увидел бледнолицую Чжан Сюэр в глубине толпы. В тот момент она стояла с 2 девушками, которые тоже примут участие в битве. Надев тонкие белые одежды, она слегка прикусила губы, и ее фигура выглядела, как белый цветок, прекрасный и хрупкий. Как такие слабые женщины, как госпожа Чжан, могли участвовать в таком кровавом бою? Может, человек по фамилии Ван ошибся? Хань Ли, все еще не желая верить своим глазам, усомнился. Сюэр также является внутренним учеником из 7-го высшего дивизиона, разве я не говорил тебе раньше? Ли Фэю отвечал, горько улыбаясь, то, что он сказал, было неожиданным для Хань Ли. Хань Ли молчал. Было ясно, что осталось мало специалистов секты Семи Тайн, и поэтому у лидера секты Ван не было защитных чувств к слабому полу. Чтобы одержать победу в этом тяжелейшем положении, он даже послал такую девушку Чжан Сюэр, как будто он собирался поставить на кон все. «Брат, я перейду сразу к делу, я хочу быть с Чжан Сюэр.
позаботься о себе. Ли Фэю мягко сказал, положив руку на плечо Хань Ли. Затем он повернулся и пошел в сторону арены. Он даже не успел сделать 2 шагов, как услышал легкий вздох позади. Мгновенно рядом с ним оказался Хань Ли. Что в этом такого? Это всего лишь контракт на смертельный бой. С этой несложной ситуацией мне будет справиться проще простого. Так как мы друзья, я могу помочь тебе с этим небольшим вопросом, Хань Ли сказал, слегка улыбаясь. Услышав это, Ли Фэю ничего не сказал, и лишь положив руку на грудь Хань Ли, тихо промолвил: «Хорошо. Огромное спасибо». Хань Ли сохранил улыбку на лице, не говоря ни слова. Все было просто, как он и сказал, причина, по которой он так поступал, отчасти в том, что он знал Ли Фэю в течение достаточно длительного времени, поэтому их отношения были довольно близкими. Хань Ли не желал беспомощно наблюдать за тем, как Ли Фэю рискует в одиночестве. С другой стороны, Хань Ли был высококвалифицированным и смелым человеком. Он не верил, что в банде одичавшего волка много так называемых экспертов, которые смогут представлять большую угрозу для его техники огненного шара и техники гравитационных полетов. Помимо этого, ему даже немного не терпелось испытать собственные силы. 2 мужчин шагнули вперед, протискиваясь через толпу и направляясь в сторону Ван Цзюэчу. На полпути они сняли одежду секты разрушенной воды, раскрывая их форму секты Семи Тайн. Неожиданное появление Хань Ли и Ли Фэю вызвало недоумение у обеих воинствующих сторон. Никто не пытался помешать их движению, позволяя им легко встать перед Ван Цзюэчу. Начальник отдела Ли. Доктор Хань. Увидев Ли Фэю, Чжан Сюэр была обрадована сверх ожидания. Ее кокетливое лицо показывало, чтобы она была приятно удивлена, и если бы на площади не было столько людей, она бы бросилась в объятия возлюбленного, заливаясь слезами. Лидер секты Ван также узнал 2 людей, его глаза содержали тень удивления. Их внезапное появление было очень неожиданным. Начальник отдела внешнего лезвия Ли Фэю выражает свое почтение лидеру секты, громко сказал Ли Фэю. «Мы хотим подписать контракт смерти и вступить в бой», он прямо заявил, не дожидаясь реакции остальных, чтобы задать ему вопрос о его появлении. Между тем, Хань Ли стоял в стороне, не издавая ни звука, сохраняя внешний вид, аналогичный Ли Фэю и вице-лидеру секты Ма. Услышав слова Ли Фэю, лидер секты Ван проглотил слова, которые он изначально был обязан сказать. Холодный взгляд на его лице выказывал намек на улыбку, он тепло сказал: «Очень хорошо». Как и ожидалось, один из наших 7 тайн лояльных последователей секты. С начальником отдела Ли, вступившим в бой, мы, несомненно, получим больше шансов на победу. Однако, я думаю, было бы лучше, если доктор Хань не присоединится, в конце концов, его медицинские навыки очень важны для нашей секты. Если с ним в бою что-то случится, это будет непоправимой потерей. Услышав эти слова, Хань Ли слабо улыбнулся. Не дожидаясь объяснений Ли Фэю, он отошел немного, исчезнув от лидера секты Ван. Лидер секты Ван был удивлен, и как только он собирался оглянуться по сторонам, он услышал ленивый голос доктора Хань Ли за своей спиной. «Я не знаю, достоин ли мой навык внимания вице-лидера секты Ма, но если я войду в бой, я верю, что я смогу защитить себя. Поэтому я надеюсь, что лидер секты примет мою помощь». Сердце вице-лидера секты Ма было поражено током. Он бы никогда не подумал, что Хань Ли, который был известен в секте своим медицинским талантом, будет обладать таким устрашающим боевым мастерством. Неожиданно Хань Ли смог бесшумно подобраться к Ван Цзюэчу и вернуться обратно, вовсе не привлекая его внимания. Такое устрашающее мастерство. Кто этот человек? Он в нашей секте, только какова его цель? Множество страшных идей пронеслось в быстрой последовательности в уме Ван Цзюэчу. Он повернулся и посмотрел на, казалось бы, безобидного Хань Ли. Лидер секты Ван не мог не обратить свой взор на своих 3 собственных бойцов. Только чтобы увидеть, что выражение лиц этих 3 также немного изменилось. В их глазах был виден намек на шок, что было очевидным,
мастерство доктора Хань заставило их чувствовать безудержный страх. Разные мысли носились в голове лидера секты Вана, но он, наконец, принял решение. Он внезапно громко рассмеялся, прежде чем радушно сказал: «Должно быть, доктор Хань полностью посвятил себя секте. Как лидер этой секты, как я могу отказать?» Затем он поднял свой палец, чтобы указать на двух учеников, чьи навыки были самыми слабыми из всех. Они вышли из строя, позволяя Хань Ли и Ли Фэю занять свои места. Лидер секты Ван также разрешил обоим использовать черные чернила, чтобы вписать имена в кроваво-красный договор смерти, позволяя им стать участниками дуэли. Цзя Тиньлун был свидетелем этого переполоха в секте Семи Тайн, и хотя он чувствовал, что добавление двух экспертов было немного неожиданным, он не особо обеспокоился. Ведь он считал, что ни один смертный не сможет превзойти технику меча монаха Золотого Света. Таким образом, обе стороны закончили подписание соответствующих контрактов смерти и, обменявшись ими, тем самым ознаменовали начало схватки. Только одна сторона могла остаться в живых. Глава 88. Барьер Золотого Света. У монаха Золотого Света было гордое выражение лица, когда он стоял посреди арены с членами банды одичавшего волка за спиной. Перед выходом он гарантировал Цзя Тиньлунь, что его присутствие будет уже достаточным для противостояния секте Семи Тайн. Но, конечно, цены на его услуги должны быть соответствующим образом скорректированы из ранее оговоренной суммы в размере 5000 талей золота до 8000 лянов золота. В тот момент, когда монах Золотой Свет думал о наградах, которые он получит после боя, огненная жара поднялась в его сердце. Он презрительно смотрел на толпу, сдерживаясь, чтобы не убить всех членов секты Семи Тайн. Вместо того, чтобы быть с Ли Фэю, Хань Ли стоял в другой стороне толпы. Так как Ли Фэю и Чжан Сюэр стояли вместе, нашептывая сладкие слова любви друг к другу, Хань Ли, естественно, не хотел вторгаться в личный мир двух голубков. Серьезно, о чем он думает, когда находится со своей молодой возлюбленной? Как они могут говорить о своих эмоциях и любви прямо сейчас, когда мы собираемся бороться за выживание секты? Хань Ли почувствовал кислый вкус во рту. После того, как он пришел в себя, Хань Ли, как и остальные члены секты, с любопытством уставился на карлика, стоящего на арене. Участники банды одичавшего волка прячутся за спиной. Это слишком невероятно. Они выпустили какого-то грязного карлика, чтобы начать битву. Может ли быть, что карлик владеет какой-то странной и глубокой боевой техникой? Хань Ли моргнул, размышляя. Мысли лидера секты Вана двигались в том же направлении, что и у Хань Ли. Вместо того, чтобы опрометчиво позволить членам своей секты выйти в борьбу, он выбрал протектора, чтобы прощупать почву. Казалось, он намеревался разведать своего противника, прежде чем принимать решение, чтобы не было случайных жертв. Хотя форматом боя должно быть сражение, и если одна сторона отправляет только одного человека, это, несомненно, станет боем 1 на 1. Когда лидер секты Ван подумал об этом, он решил действовать так же. Когда монах Золотой Свет увидел лишь одного человека, подошедшего к нему, он примерно знал, что его оппонент подумал про него. Звук странного смеха возник из его горла. Этот смех способен разбивать барабаны, заставляя тех, кто его слышал, неудержимо дрожать. Защитник, которого Ван Цзюэйчу отправил, был сильным воином более 30 лет с чрезвычайно доблестным внешним видом. Его руки, владеющие оружием, были с заметными зелеными прожилками. Одного взгляда было достаточно, чтобы знать, что он был очень опытным во владении оружием. Даже услышав странный смех монаха Золотого Света, его сердце осталось непоколебимым, что доказало, что он прошел бесчисленные сражения. Когда монах Золотой Свет увидел сильного воина, подошедшего к нему, он остановил свой странный смех и небрежно взял лист желтой бумаги из внутреннего кармана мантии. На желтой бумаге было написано со словами и узорами, которые светились золотым светом, и Хань Ли мог сказать с одного взгляда, что этот листок был очень ценным. Карлик проигнорировал приближающегося воина. Вместо того, чтобы двигаться вперед, он держал желтую бумагу в одной руке и начали читать заклинание.
Хотя сильный воин из секты Семи Тайн обладал несравнимо огромным боевым опытом, он понимал, что лучше всего прикончить карлика до того момента, как он завершит заклинание, иначе исход боя станет для него неудачным. В результате, он даже не задумываясь, энергично прыгнул в воздух, приближаясь к телу монаха золотого света с нескольких шагов. Он поднял стальную саблю в руке, и с блеском холодного света он ударил ее о голову своего оппонента. Удар был быстрым, свирепым и тяжелым, он вложил в него всю свою силу. Когда край сабли оказался прямо у головы монаха золотого света, заклинание уже закончилось. Прежде чем стальная сабля могла вступить в контакт с его телом, монах Золотой Свет поднял кусочек желтой бумаги перед собой. Внезапно пронзительный луч золотого света вспыхнул, исходя из рук, которые держали желтую бумагу. Этот золотой луч света ослепил сильного воина, но у него не было ни малейшего намека на панику, он продолжал вести свою стальную саблю вниз. Данг! Звук металлического звона раздался по всей арене. Сильный воин почувствовал, как волна тепла прошла по месту между большим и указательным пальцем, и его сабля почти вылетела из его руки, приведя его в шоковое состояние. Хотя он четко не видел, он знал, что ситуация была опасной. Он на цыпочках отступил на небольшое расстояние. Размахивая саблей, он держал свою позицию. В этот момент он слышал, как толпа на арене задыхается от шока и удивления. Сильный воин начал волноваться, услышав реакцию толпы. Он отчаянно хотел знать, что случилось и почему его столкновение с карликом прошло так странно. К счастью, его зрение вернулось, и он поспешно перевел взгляд вперед. Только карлик стоял неподвижно на несколько чжанов перед ним. Все его тело, казалось, излучает ауру золотого света вокруг него на целый дюйм. Этот золотой свет был похож на толстую броню, обволакивающую карлика и дающую ему такой уровень защиты, который был не подвластен даже ветру и дождю. Протектор не понимал происхождения золотого света, который был жесткий, как сталь и железо, и ему так и не удалось даже ранить тело карлика. Свет фактически сделал его сабельные атаки совершенно бессмысленными. Хотя у протектора было огромного количества опыта, это был первый раз, когда он видел такую невероятную вещь, в результате чего он был ошеломлен. Владея стальной саблей, он волновался, не зная, должен ли он наступать или отступать. Обалдел не только протектор, но и зрители в толпе. В Цзянху было очень мало людей, которые знали бессмертных культиваторов, особенно в таком удаленном месте, как государство Юэ. Как таковой, махинации монаха с желтой бумагой были чем-то невероятно таинственным и непостижимым для членов секты Семи Тайн. Цзя Тиньлун чувствовал радость в сердце, когда он видел, как члены секты Семи Тайн смотрели друг на друга с тревогой. В задней части толпы был и Ханьли, который изумился еще больше, чем другие. Ханьли знал, что на этой вершине горы был никто иной, как карлик, который знал, как использовать магические приемы. Для него было ясно, что карлик использовал заклинание, аналогичное блокирующему душу талисману. Впрочем, Ханьли почувствовал, что эта техника была даже еще мощнее. Пока никто не видел, Ханьли быстро активировал технику Глаза Бога, читая свои заклинания. Активировав ее, он поспешно перевел взгляд в сторону карлика. Он увидел, что под золотой аурой был мерцающий белый свет на теле карлика. По сравнению с золотой аурой, этот белый свет был слишком слабым. Если бы он не искал его пристально, он бы, скорее всего, не смог заметить его существование. Этот карлик был фактически бессмертным культиватором, чья магическая сила была намного ниже, чем у Ханьли. Это вызвало у Ханьли одновременно удовольствие и страдание. Он был в восторге, потому что у него, новичка, магическая сила была больше по сравнению с карликом, что означало, что карлик едва знал бессмертную культивацию. Ханьли почувствовал страдание, потому что не знал, владеет ли карлик другими магическими приемами, насчет которых он был не в курсе. В итоге он не был уверен, сможет ли он справиться с карликом. Глава 89. Копье и щит. Ханьли повернул голову, чтобы посмотреть на лидера секты Ван, у которого был сумрачный вид.
В этот момент трое мужчин, которые стояли рядом с лидером секты Ван, изменились в лицах и заговорили между собой. Оказалось, что с монаха золотого света шутки плохи. Покрытый золотым светом, карлик начал смеяться с поднятой к небу головой. Вскоре после этого он закричал: «Тот, кто стоит перед вами, не двинется и позволит вам себя атаковать со всех сторон. Если здесь никто не способен разорвать этот золотой барьер, то ни одна из ваших ничтожных жизней не будет спасена». После того, как это было сказано, он высокомерно усмехнулся. Слова монаха золотого света привели учеников секты Семи Тайн в ярость. Немедленно многие героические единоборцы захотели выбежать из толпы к карлику. Однако лидер секты Ван остановил их. Ван Цзюэчу взмахнул рукой, сигнализируя им вернуться. Затем он сказал несколько слов высокому и крепкому мужчине, который кивнул головой и двинулся шаг за шагом по направлению к карлику. Когда карлик увидел шедшего к нему бородача, ехидство промелькнуло в его глазах. Так как его с детства высмеивали за изъяны в росте, ему особенно был противен жирный высокий боец. Этот человек перед ним попал в круг его обиды. Он уже придумывал жестокий метод, который он должен использовать, чтобы мучить его. Голый по пояс мужчина был одним из 3 бойцов Ван Цзюэчу. Не видя его бородатого лица, его можно было счесть недоростком. Однако его истинный возраст уже прошел цикл 60 лет. Он был известен как доблестный и храбрый воин в секте Семи Тайн, убившим бесчисленное количество врагов ради секты. Столкнувшись с таким странным золотым барьером, он, естественно, не стал рубить с плеча. Этот человек осмотрел барьер и взглянул на монаха золотого света, защищенного внутри. Он выдавил из себя улыбку, и с 2 вытянутыми пальцами он щелкнул золотой барьер, вызывая данг-звук. Этот легкомысленный поступок взволновал монаха золотого света. Он зловеще сказал: «Вы желаете, чтобы бессмертный мастер отправил вас на раннюю реинкарнацию?» Услышав эти слова, выражение лица бойца изменилось. Он неожиданно шагнул вперед в сторону карлика. Подняв ногу еще раз, он появился за спиной у гнома. Для того, чтобы попасть к голове монаха золотого света, боец кружил вокруг него большими шагами, ускоряясь. В мгновение ока его фигура стала нечеткой, монах золотой свет не мог его видеть. У монаха золотого света стала кружиться голова от непрерывного вращения соперника, что вызвало ярость в его сердце, и он решил начать действовать. Не думая, он скрыл руку внутри халата, казалось бы, с намерением что-то взять. Именно тогда бородатый человек, естественно, обратил внимание на действия соперника. Внезапно он издал длительный свист, напоминавший крик дракона и шипение тигра. Свист был одновременно сильным и длительным. Это оглушило всех на месте встречи солнца и даже всколыхнуло листья и ветви ближайших деревьев. После того, как монах Золотой Свет услышал свист, его махинации с руками оказались бессильны. Его рука тянулась к груди, но неожиданно он не убрал ее. Внезапно резкие, громкие звуки лопающихся суставов возникли со стороны бородача. Они становились все громче и громче, пока, наконец, не стали похожи на ветер и проливной штормовой дождь. Звуки даже перекрыли свист. Бородатый мужчина кружился перед карликом и вдруг остановился. Потом он перестал свистеть, и звук, распирающий суставы, прекратился. В этот момент те, кто был в сознательном состоянии, обнаружили, что тело бородатого человека резко изменились. Мышцы на его груди и руках сильно выпирали наружу и были черные, словно отлитое железо. По сравнению с карликом, как будто бы был великаном. В то время как монах Золотой Свет задыхался от нехватки воздуха, он вынул тонкую длинную коробку из-за пазухи. Эта шкатулка была полностью темной и была прикрыта бумажным талисманом, что скрывало ее содержимое. Не дожидаясь, пока карлик уберет бумажный талисман, гигантский живой человек протянул свою огромную руку, как веер, и без вежливости, безжалостно ударил о Золотой Свет. Удар потряс барьер, деформируя его и вызывая у карлика дрожь, и отнимая у него возможность сорвать бумагу-талисман.
разум монаха Золотого Света был поражен током. Он был полностью уверен в мощи Золотого Барьера, окружающего его. Этот человек был на самом деле способен поражать и деформировать барьер, а ведь это требовало огромное количество божественной силы. Презрение в его сердце почти полностью исчезло. Его руки задвигались быстрее, отрывая бумагу-талисман. Со звуком рвущейся бумаги талисман был окончательно сорван. Лицо монаха Золотого Света выражало радость. Затем он услышал бум, когда бородач обрушил удары по золотому барьеру в быстрой последовательности. Тело карлика шатало, соответственно, он не смог устоять, в результате чего упал на пол. Только в этот момент он обнаружил, что человек использовал обе руки и ноги для штурма золотого барьера, словно шквал. Из его золотого барьера словно месили тесто. С ударами соперника ногами создавались новые вмятины, выпуклости, вызывавшие деформацию барьера. Казалось, что слой Золотого Света может порваться в любой момент от яростного штурма бойца. Видя это, выражение лица монаха Золотого Света изменилось. Взволнованный, он был больше не в состоянии поддерживать равновесие бессмертного мастера и вместо этого продолжал повторять заклинание. К сожалению, он совершил много ошибок в этой попытке, из-за чего не было ни малейшего результата. Его черный ящик даже не двинулся. Цзя Тиньлун все видел и был поражен. С одной стороны, он был поражен идиотскими поступками монаха Золотого Света. С другой стороны, он чувствовал трепет, так как он стал свидетелем боевого мастерства бойца Вана Цзюэчу, который мог бы разрушить силу Золотого Барьера, принадлежащего монаху Золотого Света. Барьер может действительно считаться неуязвимыми для меча и копья. Вода и огонь также не могли проникнуть в него. Неожиданно этот золотой барьер дрожал от ударов руками и ногами и деформировался в результате действий бойца. Это было действительно немыслимо. Мастерство этого человека было большой и глубокой тайной. Он вспомнил, что существует еще два аналогичных специалиста в дополнение к бородачу. Впервые с тех пор, как он сгоряча согласился на бой, Цзя Тиньлун почувствовал легкое сожаление. Теперь он понимал, почему оппозиция обратилась в бой с полной уверенностью. Ван Цзюэчу на самом деле мог положиться на этих трех причудливых экспертов. Если Цзя Тиньлунь был бы на его месте, он бы также просил кровавый бой. Думая об этом, Цзя Тянь долго смотрела на карлика. Он уже думал о том, чтобы послать помощь этому самопровозглашенному бессмертному мастеру, чтобы не дать этому специалисту умереть такой бестолковой смертью, даже не успев воспользоваться техникой летающих мечей. Глава 90. Летающий меч. По ситуации на арене, казалось, что жестокий человек обладает абсолютным преимуществом. Однако никто не знал, что этот человек, который, казалось, был несравненно могучим, на самом деле тайно что-то ворчал про себя. Каждый его удар оставлял вмятину в золотом барьере. Барьер яростно завибрировал, и было лишь вопросом времени, когда он будет полностью разрушен. Но никто не знал, что каждый раз, когда человек вступал в контакт с золотым светом, он чувствовал резкую волну отскока энергии, это отнимало у него силы. В настоящее время все 4 его конечности были тяжело повреждены. Он знал, что однажды последствиями его мастерства будут безмерно опухшие конечности. Кроме того, барьер золотистого света безумно быстро восстанавливался. Через некоторое время та часть, в которой он прогнулся от его атак, сразу возвращалась к первоначальной форме. Кроме того, его предыдущие атаки были направлены случайно на барьер золотого света, просто вызывая искажение его формы, а последующие, казалось, не имели никакого эффекта на барьер. Высокий и крепкий мужчина продолжал движение в течение периода времени, а барьер золотого света сильно вибрировал, как если бы он мог развалиться в любой момент. Теперь мысли всех присутствующих двигались в противоположном направлении. Они понимали, что действия этого высокого и крепкого человека не в состоянии уничтожить золотой барьер. Его огромная сила была в состоянии создать некоторые вмятины на барьере, но он не был способен полностью его уничтожить. Так что не только Цзя Тиньлун отказался от идеи о подкреплении, но и карлик восстановил свою былую вальяжность.
Хотя он и опозорился ранее, монах Золотой Свет, казалось, не имел ни малейшего смущения, и пока он смотрел на сильного и крепкого мужчину, его взгляд становился все более злорадным. Но ведь он страдал от шквала атак соперника, его тело было не в состоянии стоять прямо, и все магические техники, которые он собирался использовать, давали осечку. Как таковой, он остановил свое заклинание и пристально уставился на своего противника, бормоча под нос вереницу проклятий на неизвестном языке. Что касается высокого и крепкого мужчины, он не чувствовал никаких изменений, поэтому он продолжал исступленно атаковать золотой барьер. Зрители думали, что это человек безграничной энергии, и ему никогда не нужно отдыхать. Ляск и клацанье. Напрягая всю силу, свирепый мужчина сделал 2 удара ногой, прежде чем повернулся вспять. Казалось, ничто не препятствовало его скорости. Действия мужчины вызвали шок у зрителей. Вскоре возникли беспорядки. Монах Золотой Свет был в шоке, но он быстро пришел в ярость. Он поспешно сел и скрестил ноги. Поставив черную коробку горизонтально на колени, он начал бормотать заклинание. Обе его руки были вытянуты перед грудью в странном положении, он сильно вздрогнул, расходуя, казалось бы, огромное количество энергии. Глядя на сильные судороги дрожащего тела карлика, каждый из присутствующих думал, что в его пальцах заключена энергия в 1000 цзинь. В этот момент высокий и крепкий человек уже покинул площадь места для секты Семи Тайн, как если бы он захотел отступить в толпу. Однако он вдруг услышал громкий голос из-за спины. Взлет. Он увидел лицо Ван Цзюэчу, который стоял перед ним, и резко упал, так как зрители вместе закричали «Осторожно!». Высокий и крепкий мужчина вздрогнул, он поспешно увернулся влево, косясь на карлика. Только чтобы увидеть луч серого света, стремительно приближающегося к его прежней позиции, его узким краем. Его сердце окаменело, но он расслабился, поскольку он успел увернуться от этой скрытой атаки оружием. Он хотел воссоединиться только со своими 2 старшими бойцами и потом, возможно, взять передышку. Но прежде чем он закончил эту мысль, он почувствовал острую боль в правой руке. Когда он повернулся, возглас шока можно было услышать от зрителей. В этой какофонии шумов звучали голоса его старших бойцов, наполненные безмерным беспокойством и опасением. Этот человек был слегка оглушен, как если бы он не понял, что произошло. В этот момент он увидел еще один луч серого света, появившийся в поле его зрения и пронзивший его грудь. Судя по форме оружия, это оказалось тем же оружием, от которого он увернулся в прошлый раз. Мужчина был шокирован и возмущен. Он хотел открыть рот, чтобы что-то сказать, но как звук «путун» раздался, его тело повалилось на землю. Только в этот момент человек осознал, что его правая рука была сломана. Свежая кровь непрерывно текла из раны. Что случилось? Человек спросил, полный сумбура и непонимания. Но вскоре после того, как в его глазах потемнело, его сознание кануло в лету. Даже до смерти он не смог понять, что произошло, но банда одичавшего волка и секта Семи Тайн смогли наглядно увидеть, что случилось. Из того, что они поняли, когда монах Золотой Свет закончил свое заклинание и крикнул «Подъем!», луч серого света возник из черного ящика, по спирали вокруг головы карлика перед следующим направлением, на которое указывал его палец, он направился в сторону этого высокого и крепкого человека. Хотя человек рефлекторно уклонился от удара, избегая удара по груди, он никак не смог избежать атаки, которая была направлена к задней части его руки. Казалось, что лучик серого света был невероятно острым. Даже после ранения руки, мужчина все еще не знал и не осознавал, что что-то случилось. Потом толпа была еще больше поражена. После того, как удалось избежать луча серого света, луч продолжал следить за движениями пальцев карлика, пролетев далеко вперед воина, он резко изменил маршрут. Он пронзил насквозь грудь беззащитного человека и легко лишил его жизни. Каждый был ошеломлен в молчании от того, что только что произошло, и инстинктивно зафиксировал свои взгляды на луче серого света, который вернулся к карлику и теперь кружил по спирали над его головой.
Слова «летающий меч» невольно появились в голове большинства зрителей. Хотя эти люди не знали о существовании бессмертных культиваторов, даже они слышали о различных легендах и чудесных историях о летающих мечах. Этот луч серого света была очень похожа на слухи о летающих мечах, которые использовали легендарные бессмертные. Может ли неказистый карлик быть одним из легендарных бессмертных? Большинство из толпы, остановившие взгляды, теперь прониклись уважением к карлику. Название «Меч Бессмертного» было достаточно, чтобы заставить многих смертных наполниться страхом. Монах Золотой Свет теперь шел с поднятой головой, выпитив грудь, считая себя непревзойденным в этом мире. Он манипулировал лучом серого света, чтобы тот парил над его головой в диком танце. Он напоминал огромного черного питона, вызывая возгласы благоговения из банды одичавшего волка. С другой стороны, лица, представляющие секту Семи Тайн, лишились дара речи. Неизбежное поражение было очевидным для них. Если кто-либо скажет, что боевой дух мужчин Цзя Тиньлун значительно увеличился, а секты Семи Тайн сильно поубавился, он или она не ошибется. Ведь Цзя Тиньлун удалось заручиться помощью бессмертного меча. Хань Ли был единственным в толпе, кто чувствовал крайнюю радость в сердце. Хань Ли понял, что монах Золотого Света владел такой же техникой пилотирования мечей, как и он техникой телекинеза. Хотя он не знал, был ли луч серого света действительно мечом, он знал, что техника телекинеза может контролировать только материальные объекты, этот факт был неоспорим. В этот момент сердце Хань Ли забилось с намерением бороться. Казалось, его интерес к этому бессмертному культиватору растет все сильнее и сильнее.